Как Вторая мировая война меняла границы стран? После прихода нацистов к власти в 1933 году Германия начала политику экспансии. Так называемые западные демократии пытались направить гитлеровский натиск на восток. В свою очередь СССР стремился основать политику коллективной безопасности, чтобы защитить свои западные границы, но никогда не мирился с оккупацией Польшей, Западной Украины и Западной Белоруссии, а Румынией, Бессарабии в ходе гражданской войны. Март. Аншлюс – насильственное присоединение Австрии к Германии. Октябрь. После предательства Великобритании и Франции своего союзника Чехословакии в результате Мюнхенского сговора Гитлер ввел войска в Судетскую область. Октябрь. Оккупация Польшей по договоренности с Гитлером Тишинской области Чехословакии. Ноябрь. Решением первого Венского арбитража, подконтрольного Германии, южная часть Карпатской Руси и районы Южной Словакии переданы от Чехословакии Венгрии. Март. Оккупация Чехословакии Германией. Создание протектората Моравия-Богемия, фактической колонии Германии. Март. Образование марионеточной Словацкой республики под протекторатом Германии. Венгрии переданы под оккупацию восточные районы Словакии. Март. Под давлением Берлина Литва передала Германии Клайпедский край. В апреле 1939-го Италия аннексировала Албанию. Сентябрь-октябрь 1939-го. Оккупация Германией территории Польши. Передача Советским Союзом Литве Вильна и Виленского края, ранее аннексированного Польшей. Ноябрь. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР, возвращение территорий, входивших в Российскую империю после освободительного похода Красной армии. Март. Финляндия по итогам войны 1939-40 годов передала СССР северную часть Карельского перешейка, ряд островов в Финском заливе, часть территории с городом Куолу-Ярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Советский Союз возвратил территории, которые в 1721 году вошли в состав Российской империи по итогам Северной войны, но отошедшие к Финляндии в ходе гражданской. Август. Возвращение Бессарабии и присоединение Северной Буковины к СССР. Советский Союз возвратил территорию, которая была аннексирована Румынией в 1918-м. Август. Вхождение в СССР Эстонии, Латвии и Литвы, ранее бывших в составе Российской империи. Август. Передача в результате второго Венского арбитража, подконтрольного Германии, Северной Трансильвании от Румынии к Венгрии. Апрель. Провозглашение подконтрольного Германии хорватского государства. Сентябрь. После заключения финнами перемирия с Советским Союзом район Петсома присоединен к СССР. Октябрь. Добровольное вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР. Июль-август. Установление в результате решений Потсдамской конференции СССР, Великобритании и США новой германско-польской границы в пользу Польши. Около 14 миллионов немцев выселялось на запад, на их место переселялись поляки. Январь. В результате Советско-Чехословацкого договора территория Закарпатской Руси стала частью Украинской ССР. Февраль. В результате Советско-Польского договора СССР передал Польше Белостокскую область и другие территории из состава Украинской и Белорусской ССР. Произведен обмен населением. Февраль. Разделение между Польшей и СССР территории Восточной Пруссии, которую Германия теряла по решениям конференции СССР, Великобритании и США. Немцы переселялись на запад. Клайпедская область передавалась решением советского правительства Литовской ССР. Февраль. В результате победы СССР над Японией Советский Союз возвратил Южный Сахалин и Курильские острова. Февраль. Италия, союзница Германии, передала Югославии ряд островов в Адриатическом море.
большую часть полуострова Истрия, анклав Задар, город Риека и часть Славянского Приморья. Февраль. Италия передала Греции острова Додеканес. Сентябрь. Решением ООН создано так называемое «свободное государство», «свободная территория», «Триест» под управлением ООН. В дальнейшем, в 1954 году, часть территории передана под управление Италии, часть – Югославии. Май. Создание Федеративной Республики Германии в зоне оккупации войск США, Великобритании и Франции. Октябрь. Создание Германской Демократической Республики в зоне оккупации войск Советской Армии. Берлин разделен на две части – западную, подконтрольную войскам США, Великобритании и Франции, и восточную, войскам СССР. Оккупационные войска СССР, США, Великобритании и Франции выведены из Австрии, провозгласившей постоянный нейтралитет. После победы над Германией и ее союзниками Италия лишилась колоний. Ливия, Эритрея, Сомали, Эфиопия и Албания обрели или восстановили независимость. Япония лишилась колоний Кореи, Тайваня и части островов в Океании. Созданное Японией в 1932 году марионеточное государство Маньчжоу-Го возвратилось к Китаю, хотя остров Тайвань под прикрытием войск США стал так называемой Китайской республикой. Независимость получила бывшая французская колония Сирия. Независимым от британского мандата стало королевство Трансиордания, Иордания. Независимость от британского владычества получили Индия и Пакистан, Бирма и остров Цейлон. В северной части Кореи была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика, а в южной – Республика Корея. Провозглашено государство Израиль, в создании которого большую роль сыграл СССР. Большинство населения – выходцы из стран Центральной и Восточной Европы. В дальнейшем антиколониальное движение по всему миру только ширилось, появились десятки новых государств в Азии, Африке, на американском континенте. Все это тоже следствие Второй мировой войны.